Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы продолжаем вязать наш шикарный свитер, который вяжется поперечным вязанием крючком. И сегодня мы довяжем с вами рукава и горловину. Кто еще не видел первую часть этого свитера, добавляю вам вот сюда в верхний правый угол экрана ссылочку. Переходите, начинайте вязать, присоединяйтесь. А мы сегодня уже будем заканчивать. Прошу вас сразу же ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мне это будет очень приятно, меня это стимулирует на новые работы. А вам это совершенно не сложно. И давайте приступать. У нас уже готовы обе половинки свитера. Теперь давайте выполнять шов. Берем полочки, укладываем лицевой стороной к себе. Шов будет идти по лицу. Я не обрезала рабочую нить от одной полочки. И мы сейчас будем выполнять декоративный шов. Здесь у меня уже петелька на крючке. Я перехожу ко второй полочке и подхватываю заднюю стенку петли, то есть точно так же, как при вязании. И выполняю соединительную петлю. Затем перехожу ко второй полочке, подхватываю также заднюю дужку петельки и провязываю соединительный столбик. Затем возвращаюсь ко второй полочке за заднюю дужку петли и провязываю соединительный столбик. И таким образом поочередно подхватываю заднюю дужку петельки с каждой полочки и выполняю соединительные столбики. Должен получиться шов декоративный, имитирующий колосок. Я выполнила шов по переду. Он аккуратно смотрится, декоративно, по изнаночной стороне. По спинке нужно сделать точно такой же шов. Я не обрезала рабочую нить от спинки. И теперь мы набираем цепочку из воздушных петель. И длина этой цепочки должна быть равна желаемой высоте вашего воротника. Я наберу примерно 50 воздушных петель. Слишком слабо воздушные петли не набираете, потому что вязать воротник будем соединительными столбиками. Они дают высокую плотность вязания, и вы просто можете потерять потом высоту этой цепочки, и воротник будет коротким. Я набрала 50 воздушных петель. Теперь выполняю воздушную петлю подъема и, начиная со второй от крючка петли, начинаю вязать ряд из соединительных столбиков. Смотрите, я довязываю уже последний соединительный столбик, 50-й. Теперь завожу крючок сзади между косичкой узора и швом. Вот таким образом. Захватываю рабочую нить и выполняю как бы соединительный столбик. Затем отпускаю петлю, ввожу крючок в центр косички узора и вот эту петлю захватываю и протягиваю. Разворачиваю вязание. Рабочая нить у меня как бы сзади. И начинаю вновь вязать ряд из соединительных столбиков, подхватываю только за заднюю стенку петли. У нас вот эта вот петелька пропускается, соединительная, которую мы провязали, как бы заведя крючок с изнаночной стороны. И вот, начиная со следующей петли, без воздушных петель подъема, начинаю выполнять ряд из соединительных столбиков. Сейчас мы вяжем длинный ряд до конца, делаем воздушную петельку подъема и возвращаемся вновь к нашей горловине. Смотрите, довязываю последний соединительный столбик в петлю, вот которую мы вытянули просто в косичку узора. Сзади между косичками узора ввожу крючок. Это получается косичка с изнаночной стороны. И выполняю такой соединительный столбик. Отпускаю петлю, ввожу петлю в косичку узора, захватываю петельку и разворачиваю вязание. Также подхватывая заднюю стенку петельки,
начинаем вязать, пока не оформим весь вырез горловины. Я уже провязала горловину по вырезу на спинке. По лицевой стороне очень красивый стык, как цельное полотно. По изнанке имеется такой небольшой шовчик, рубчик, особенно в том месте, где у нас были ступеньки при вывязывании выреза горловины. Смотрите, сейчас мы будем переходить на участок, который состоит уже из петель. И петли мы будем подхватывать, как обычно, за обе дужки. Я сейчас довязываю последний соединительный столбик, у меня 50-й. Обратите внимание, если тяжело следить за числом столбиков, можно вот так отмечать их маркерами. Дальше я выполняю сзади соединительный столбик, вводя между косичками крючок. И теперь как раз перехожу вот на сами петли. Отпустила петлю и под первую петельку, которая есть, подхватив обе дужки, подтягиваю нашу петлю. Все, теперь прекрасно вижу, в какую петельку мне вязать. Она отмечена маркером. Маркер убираю. И ввожу туда крючок за заднюю стенку и выполнила петельку. И полученную петлю опять отметила маркером. И продолжаю вязать уже до конца горловины. И посмотрите, вот в эти петли мы будем вязать точно так же. Когда я спущусь вниз, я возьму следующую петлю сзади, выполню соединительный столбик и выдерну петлю в следующую петлю вот этого ряда. То есть точно так же, как мы подхватывали вот здесь вот ряды, также мы будем подхватывать петли. То есть каждую петлю. И таким образом довязываем всю горловину до конца. Я уже выполнила весь воротник. Он очень аккуратно пристыковался к нашему свитеру, как будто бы цельно вязаный. Кстати, обязательно воротник заканчиваем сверху и потом выполняем шов точно такой же, как мы выполняли при сшивании спинки или переда. Только этот шов я выполняла как бы по изнаночной стороне, чтобы во время отворота вот так вот происходило совпадение швов по воротнику и по спинке. Теперь мы приступим к вязанию рукава. Рукав у нас будет вязаться по пройме, то есть его тоже пришивать мы не будем, как и горловину. Вязать его будем по типу переда и спинки. Начнем от центра проймы, то есть как бы от плечевого шва. И свяжем сначала одну половину рукава, затем вторую половину рукава. Сейчас мы берем нашу рабочую нить, крючок 6 мм. И начиная от центральной петли проймы, будем выполнять вязание рукава. Вот у меня центральная петля проймы. Она находится между прибавками. Ее легко найти. Я беру рабочую нить, вытянула петельку, затем и хвостик от рабочей нити. И рабочую нить протягиваю в петлю. Хвостик должен выдернуться. И благодаря этому мы хорошо застопорим нашу нитку. То есть она не будет выдергиваться. И теперь мы будем набирать петли для рукава. Набирать будем так же, как при вязании переда и спинки, столбиками без накида. Посмотрите, я ввожу крючок опять в ту же самую петельку, куда мы подсоединили рабочую нить, и начинаю выполнять наборный ряд столбиками без накида. Провязала одну петельку, затем две. Это будет наша первая петля. Я отмечу ее маркером. И теперь нам необходимо набрать столько столбиков без накида, чтобы длина рукава доходила до косточки на запястье. Я наберу всего 52 столбика без накида. Я уже набрала необходимую длину рукава. Теперь нужно набрать петли для манжета. Их набираю просто воздушными петельками, и их будет всего 10. Первую петельку манжета отмечаю маркером. Набрала петли для манжета и петли для рукава. В общей сложности у меня 62 петли. Сейчас
Выполняю воздушную петлю подъема и начиная со второй от крючка петли вяжу просто соединительными столбиками. Вяжу последний столбик уже в петельку, отмеченную маркером. Маркер переношу на следующий ряд. То есть все точно так же, как мы вязали с вами перед и спинку. Дальше переходим уже на петли самого рукава и вяжем его соединительными столбиками с накидом. Также за заднюю стенку петли. Мы сейчас с вами вяжем изнаночный ряд рукава. Сейчас довяжем до проймы, и я покажу, как подсоединяться к пройме. Я вяжу уже столбик в петлю, которая отмечена маркером. Переношу маркер на следующий ряд. Можете маркером не пользоваться, просто с ними более удобнее. И смотрите, вот петля, в которую мы присоединили нашу рабочую нить. И я ввожу крючок в следующую петлю. У меня сейчас передо мной изнаночная сторона рукава, то есть я ввожу крючок в пройму с изнаночной стороны свитера. Просто соединительным столбиком. Подсоединилась, столбик затянула потуже. Теперь вытаскиваю крючок из петли, ввожу крючок в следующую петлю проймы уже с лицевой стороны, то есть сзади, и вытаскиваю нашу петлю на лицевую сторону. Поворачиваю вязание лицевой стороной к себе. И начинаю вновь выполнять соединительные столбики с накидом. Выполнила накид на крючок. Вот у меня петля первая. Она отмечена маркером. И начинаю вязать за заднюю стенку петельки. Маркер переношу. И таким образом вяжу весь ряд до конца. Начиная с желтого маркера, не забываем вязать соединительные столбики. И затем в следующем ряду, то есть в ряду, который будет идти по изнаночной стороне, мы сделаем убавление в районе проймы. То есть сейчас вяжем ряд только до желтого маркера, то есть ряд не полный, для того, чтобы наша манжета хорошо собрала рукав фонарик. Посмотрите, до желтого маркера осталась одна петелька. И я в эту последнюю петельку свяжу не соединительный столбик с накидом, а просто соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. То есть в этом ряду манжет не вяжем. Начиная со второй от крючка петли вяжу простой соединительный столбик. И дальше выполняю соединительные столбики уже с накидом, как обычно, за заднюю стенку петли. В этом ряду мы также сформируем убавление рукава в районе проймы, чтобы рукав сидел более ловко и удобно. Поэтому я сейчас вяжу изнаночный ряд рукава, не дойдя до проймы 2 петельки. Я не довязала до проймы 2 петли. Вот у меня петля, отмеченная маркером, и петля перед ней. У меня изнаночный ряд рукава. И сейчас мы выполним убавление возле проймы. Убрала маркер, выполняю накид на крючок, ввожу крючок за заднюю стенку одной петли и сразу же за заднюю стенку второй петли. На крючке у меня 4 петельки, и я их все провязываю за один раз. Полученную петлю отмечаю маркером. Дальше я присоединяюсь к пройме. Также вот эта петля у меня уже занята. Беру следующую свободную петлю, выполняю соединительный столбик. Затем освобождаю крючок, ввожу его с лицевой стороны в следующую петлю и вытаскиваю нашу петельку на лицевую сторону. Разворачиваю вязание лицевой стороной к себе, подхватываю петлю и начинаю вязать ряд соединительными столбиками с накидом. Сейчас идет лицевой ряд. Первую петельку отмечаю маркером, хотя можно этого не делать, это на ваше усмотрение. И сейчас я буду вязать
до нашей ступеньки и потом покажу, как плавно перейти на петли манжета. Вяжу уже последнюю петельку в нашу ступеньку, и дальше нам нужно перейти плавно на манжет. Посмотрите, вот у меня вот он идет ряд посерединке, это косичка. И я вот за самый краешек косички подхватываю, здесь есть просто вот такая ниточка. Вот видите, вот она идет косичка и самая крайняя ниточка косички. Подхватила, теперь убираю маркер и подхватываю петельку за заднюю стенку, которая была отмечена маркером. На крючке у меня как бы 3 петли, и я их все 3 за один раз провязываю. И полученную петлю отмечаю маркером. Это первая петля манжета. И дальше продолжаю довязывать до конца соединительными столбиками за заднюю стенку петли наш манжет. И еще не сказала, лучше всего места, где мы выполняли убавление в районе проймы, отмечать маркером, чтобы потом не сбиться. Вот оно убавление, я его и отмечу. Еще обратите внимание, вот такие вот убавления в районе проймы и укороченные ряды, когда мы манжет вяжем не до конца, нужно делать с определенной периодичностью. Мы каждый 5-й ряд будем не довязывать манжету, и каждый 4-й ряд делать убавление в районе проймы. Счет достаточно неудобный, чтобы не сбиться. Нужно именно отмечать вот так убавление маркером. И вот такое вот убавление в районе проймы будет через каждые 2 косички узора. То есть точно так же, как мы выполняли плечевой скос, мы делали, связали 2 косички узора, делали прибавление. А здесь свяжем 2 косички узора и будем делать убавление. Насчет манжеты. У нас с вами, вот посмотрите, видите, косичка раз и плавно переходит в манжет. А эта косичка, она как бы будет оборванная. И здесь точно так же. Вот 2 косички у нас должно уйти в манжет, 3-я должна оборваться. Давайте я сейчас вам довяжу до следующих изменений в наших рядах, чтобы было нагляднее видно вот эти вот. Посмотрите, о чем я говорила. Вот видите, у нас манжет. Вот эта вот косичка у нас не продолжилась. Дальше 2 косички ушло в манжет. То есть со следующего ряда нам уже нужно будет рукав не довязывать до конца. Здесь тоже вот у меня отмечено убавление. Смотрите, 2 косички готово. То есть здесь мне сейчас нужно также выполнить убавление. Через 2 косички. Давайте покажу вам еще на втором рукаве, который у меня уже готов. Вот посмотрите, как идет манжет. Здесь более наглядно видно, так как связано больше рядов. Видите, 2 ряда ушли в манжет, 2 косички. 1 ряд нет. Затем опять 2 ряда ушли в манжет. Вот такое чередование должно получиться. И сейчас покажу возле проймы. Вот у меня маркерами отмечены все убавления. И видите, как идет 2 косички убавления, 2 косички убавления. То есть таким образом мы довязываем половинку рукава до центра нашего подреза. То есть до места, где у нас вот идет начало ряда, где у нас вот эта вот ниточка от наборного края. Еще раз повторю, да, через каждые 2 косички убавления и через каждые 2 косички должен быть короткий ряд, то есть манжет мы не вяжем. Я уже выполнила половину рукава. Всего у меня получилось сделать 5 убавлений в районе проймы. И если изначально я набирала цепочку на 52 петельки плюс 10 манжета, то есть всего 62, то сейчас у меня осталось вот здесь вот на 5 петель меньше, и получилось 57 петель. Кстати, когда мы доходим до подреза, то в районе подреза убавления со стороны проймы уже делать не нужно. Вот они переходы, как я говорила, да, 2 косички идут в манжет, 1 заканчивается, затем опять 2 косички идут в манжет. И здесь тоже маркерами у меня отмечены убавления через каждые 2 косички. Обязательно закончить половинку рукава мы должны
внизу, то есть в районе подреза. Теперь будем вязать вторую половинку рукава. Берем вязание изнаночной стороной к себе, и сейчас у нас будет изнаночный ряд. Нам необходимо взять новую рабочую нить, и сначала мы ее присоединим. Вот я вижу прекрасно место, где я присоединяла рукав. В соседнюю петлю ввожу крючок с лицевой стороны, подхватываю рабочую нить, опять затем хвостик рабочей нити и саму рабочую нить продергиваю в петельку и таким образом фиксирую. Затем поворачиваю вязание изнаночной стороной к себе и начинаю выполнять соединительные столбики с накидом за заднюю стенку петли. Первый столбик сразу же отмечаю маркером, чтобы потом не путаться. Убавление мы будем продолжать точно так же делать через 2 косички. Вот видите, у меня маркером отмечено убавление. Затем идет только одна косичка. То есть сейчас появится, когда вторая косичка. Начнем точно так же делать убавление со стороны проймы. И в точности также через каждые 2 косички будем не довязывать наши петли манжета. Вяжем так весь ряд до конца, то есть должно получиться 52 столбика с накидом и потом на манжете 10 соединительных столбиков. Посмотрите, я уже провязала ряд изнаночный, начальный и практически довязала до конца лицевой ряд. Остался последний столбик. Обратите внимание, после прибавки, которую я вязала еще на первой половине рукава, у меня как раз связано 2 косички, то есть в следующем ряду нужно будет делать убавление. Сейчас вяжу последний столбик этого ряда, переношу маркер и нужно будет присоединиться к пройме. Присоединяться к пройме будем точно так же, как при вязании горловины свитера. То есть смотрите, в следующую свободную петлю ввожу крючок сзади и выполняю соединительный столбик. Отпускаю петлю. Ввожу крючок в следующую петельку проймы и вытаскиваю петлю на лицевую сторону. Поворачиваю вязание изнаночной стороной к себе. И сейчас начинаю ряд с убавления. Убираем маркер, накид на крючок, подхватила одну петлю, вторую, также только задние стенки. Провязываю сразу же все петли на крючке. Посмотрите, что касается манжеты, у меня здесь тоже уже провязано 2 косички, то есть вот косичка не до конца связана, она с той половины рукава. Вот уже получилось 2 цельных косички. В этом ряду я не буду провязывать петли манжеты, то есть вяжу до желтого маркера и разворачиваюсь. В общем, вяжем точно так же вторую половинку рукава, соблюдая убавление и недовязанные ряды. И присоединение к пройме производим так же, как на горловине. Таким образом мы довязываем вторую половину рукава. И я довязала вторую половину рукава. Вот у меня получилось точно так же 5 убавлений. И в районе подреза я уже убавления не делала. Закончить вторую половину рукава нужно обязательно сверху. То есть, если мы первую половинку рукава закончили в области подреза, то вторую в области манжета. И сейчас по правой стороне мы будем сшивать наш рукав. Точно так же, как мы сшивали половинки переда и половинки спинки. Я выполнила шов. Рукав готов. Теперь мы в точности также выполняем и второй рукав. Так выглядит стык нашего рукава по плечевому шву. Я выполнила уже и второй рукав. Наш свитер готов. Благодарю вас, что вы были со мной все эти 2 видеоурока. Если будете делиться своими готовыми работами, добавляйте к ним хэштег «Вяжу с Кэт рукодельница» и все буквы русские. Я всегда с удовольствием любуюсь вашими работами. Также не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. У нас будет еще много-много всего интересного. Ну а на этом у меня все. До скорых встреч. Всем пока-пока.